Muhterem Prezident, Cenab Muzaffer Ali Başkomandan, emrinize esasen Azerbaycan ordusu Laçın şehrini, Tabuk, Sus yaşayış mentekelerini tam nezarete götürdü. Laçın şehrinin merkezinde Azerbaycan'ın devlet bayrağı dalgalanır. Merci etti Ordu Korpusu'nun komandiri General Mayor Kenan Seyitov. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Muzaffer Ali Başkomandan. Karabağ! Какой урок должны извлечь армяне в Ханкинди от событий в Лачине? Победоносный поход азербайджанской армии, который начался еще в 1994 году с операции в Городизе, продолжается по сей день. Наша доблестная армия почти каждый день пишет новую страницу славной военной истории Азербайджана. Каждая акция, проведенная нашими храбрыми бойцами, водружение нашего флага на каждой новой высоте, холме, вершине является для нас источником гордости. Освобождение от армян райцентра Лачин, населенных пунктов Сус и Забух, расположенных вдоль Лачинского коридора, позволило нашей армии взять под свой контроль еще 160 квадратных километров территории. Отныне наглухо закрыт от врага знаменитый Лачинский коридор, через который в ходе войны перевозились вооружение, боеприпасы, военная техника и другая помощь армянским террористам и частям армянского оккупационного корпуса, незаконно орудующим на азербайджанской территории. Отныне нет никакого коридора, а альтернативная дорога, которая была проложена в обход населенных пунктов, имеет статус обыкновенной автодороги, пролегающей на азербайджанской территории. Все так указано в трехстороннем заявлении. Все коммуникационные линии, соединяющие Ханкинди с Арменией, газопровод, линии электропередачи остаются под контролем и присмотром азербайджанской армии. Если проживающие в Ханкинди армяне будут жить по законам Азербайджана и будут подчиняться этим законам, то можно будет улучшить их коммунальные проблемы, обеспечить их бесперебойной электроэнергией и природным газом. В противном случае они будут жечь либо навоз, либо самого главаря террористов Араика в своей печке, чтобы согреться. Напоминаем, что в ходе блестящей операции по освобождению высот Фарух, Гаргыс, Сарабаба и Буздух азербайджанская армия не потеряла ни единого своего бойца. В итоге члены незаконных армянских бандформирований были выдворены с этих позиций, и на их месте были водружены флаги Азербайджана и созданы новые наблюдательные пункты наших вооруженных сил. На данный момент незаконные вооруженные формирования, состоящие из армян, просто не в духе и не в силах предпринимать что-либо против наших военных, так как прекрасно понимают, что ответ будет сокрушительным. Может, это для кого-то звучит пафосно, но это реальность. Армения переживает свою эпоху упадка, беспрецедентного регресса, а сепаратисты в Карабахе пребывают в глубокой депрессии. Под командованием Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Азербайджана наша армия превращает в реальность то, что раньше казалось нам даже невообразимым. Одним из главных достижений стало то, что враг уже осознал, какую цену ему придется платить, если будет стрелять в наших солдат. В армянском обществе относятся с особой болью к тому, что Азербайджан продолжает брать под свой контроль новые территории. Но все равно им придется смириться со своим поражением и своим статусом, который определился после Отечественной войны. В ходе войны и после нее трудно было представить себе, в какое состояние попало армянское общество, которое в результате ущербной информационной политики своей власти пережило настоящий шок. Узнав все подробности 44-дневной войны и увидев горы трупов из армянских солдат. Несмотря на то, что прошло почти 2 года с момента позорного поражения Армении и ее капитуляции перед Азербайджаном, зомбированное армянское общество до сих пор бьется в предсмертной агонии и ищет виновников в своих бедствиях. А на поле боя во время Отечественной войны наши бойцы уничтожали армянских оккупантов оружием, а спустя 44 дня после победы пинком под зад вышвырнули их из-за своих окопов, а теперь уже мегафоном предупреждают: у вас 10 минут, чтобы катиться ко всем чертям от тех или тех территорий. И разбитые, униженные, осознавшие раз и навсегда силу железного кулака, трусливые армянские солдаты тут же собирают свое барахло и кивают пятками. Вот результат Отечественной войны, врагу показана его нора, где он всегда будет продолжать свое жалкое существование, как грязный грызун.
А возвращение остальной части Карабаха, которая временно находится в зоне ответственности российских миротворцев, является приоритетом нашего главы государства, и процесс продолжится до своего победного конца.